В глубоком лесу, где тени укрывали каждое дерево, происходило невероятное. В тихую и спокойную осеннюю ночь, когда звезды ярко сверкали на небе, родители маленького Максима отправили его спать. Он укутался в пушистое одеяло и закрыл глаза, засыпая счастливым ребенком. Но утром его мать проснулась с ужасным предчувствием. Она почувствовала, что что-то необычное произошло. Быстро бросив взгляд в комнату Максима, она обнаружила, что его кровать пуста. Сердце оборвалось у женщины, и она вызвала полицию. Расползающаяся паника заполнила местный поселок. Отчаянные поиски начались, вовлекая местное население и спасательные службы. Каждый просил у Бога сохранить Максима и вернуть его домой целым и невредимым. Но в лесу, где тени прятали свои секреты, события развивались по-своему. Максим проснулся в гуще древесной зелени, окруженный незнакомыми звуками и тьмой. Он ощущал страх, но при этом почему-то чувствовал, что не один его окружала какая-то забота. Потихоньку мальчик понял, что рядом с ним был волк. Большой и сильный, волк лежал на земле, защищая Максима от ночных опасностей. Его глаза сверкали в темноте, даря ребенку ощущение безопасности. Волк стал его верным сторожем и лучшим другом. Долгие ночи превратились в одно дни, но волк всегда был рядом. Он любил Максима и заботился о нем, как о своем собственном потомке. Они скитались вместе по лесу, и волк научил Максима, как выживать и как найти пищу. Тем временем, в поселке поиски Максима продолжались безуспешно. Солнце начало падать на запад, и родители уже теряли надежду. Но волк вел Максима назад, к его родному дому, в поисках спасения. И, наконец, волк и Максим вышли из леса и оказались перед полицейскими и родителями. Слезы радости и облегчения затопили место, когда родители обняли своего сына после долгих и мучительных часов ожидания. Однако, судьба волка осталась неясной. Его присутствие вызвало беспокойство и опасения среди людей. Но Максим и его родители не могли забыть о великом поступке волка, который спас их сына. Местные газеты начали писать о истории волка, и скоро люди начали понимать, что волк был героем. Петиция была подписана тысячами людей, требуя сохранить волка и дать ему новый дом, где он мог бы жить в безопасности. Вскоре волку была построена специальная вольерная зона, где он мог жить, показывая людям, что даже наиболее дикие существа могут быть добрыми и помогать другим. Итак, история про волка, спасшего ребенка, стала легендой в той деревне. Рассказы о Максиме и его спасителе передавались из поколения в поколение, напоминая людям о силе и доброте в диком и иногда опасном мире. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.